Я рад приветствовать всех физкультурников и адептов здорового образа жизни. Абсолютно разделяю вашу позицию, без фанатизма. И, конечно же, хочу поговорить о том, что же такое здоровые тренировки и здоровая физкультура. Это касается абсолютно любого возраста. Неважно, 18 тебе или 60. Здоровый подход должен быть всегда. В современном фитнесе очень много разных веяний и течений на сегодняшний день, и далеко не все они действительно полезны. Очень много заблуждений присутствует, например, на тему того, что организму необходимы большие тяжелые отягощения для того, чтобы правильно развиваться в здоровом ключе. Отнюдь, абсолютно не так. Когда мы занимаемся с тяжелыми отягощениями, и я могу сказать это и по собственному опыту, и по опыту людей, которые приходят тренироваться ко мне, мы всегда идем на компромисс со своим здоровьем. Здесь очень серьезная подготовка, очень много нюансов, которые нужно соблюдать, и чаще всего здесь требуется фармподдержка, без которой организм не выдерживает тяжелых нагрузок. В свое время я попробовал и гиревой спорт, и пауэрлифтинг, и могу сказать честно, что для натурального атлета это очень тяжелые виды спорта. Поскольку я никогда не использовал никакую форму, компромиссов со здоровьем было много. И до сих пор некоторые ошибки, так скажем, прошлого приходится исправлять. Но на текущий момент моя форма, конечно, намного лучше, чем была тогда, когда я все-таки занимался именно спортом. Физкультура дает гораздо больше для организма именно с точки зрения здорового развития. Также по опыту могу сказать, что совершенно не нужно использовать тяжелое отягощение, когда вы хотите функционально подготовиться. И на самом деле лучшим способом для хорошей функциональной подготовки является все-таки легкая атлетика и интенсивные интервальные тренировки с весом собственного тела. В данном случае вы выигрываете по всем фронтам. Вы и ущерб здоровью не наносите, и нагрузки для центральной нервной системы такой серьезной нет. При этом вы действительно прокачиваете свой мотор, свою кислородотранспортную систему и укрепляете мускулатуру. Очень много заблуждений ходит на тему высокоинтенсивных интервальных тренировок. Особенно часто я читаю комментарии тренеров из фитнес-клубов, которые рассказывают, что данный тип тренинга сжигает мышцы. А это вообще как? Тренировка сжигает мышцы. Это прям смешно, ребят. Ну, это просто даже не увязывается ни в какие рамки с физиологией. Мышцы не могут сжечься на тренировке, не горят на тренировке, не работают, выполняют определенную функцию. Затрачивается энергия, мышцы совершают работу. Мышцы сложно нарастить, если использовать только вииты и использовать кардиоупражнения в них. То есть постоянно скакать на время. Ну, конечно, вряд ли вы нарастите какую-то более-менее внушительную мускулатуру. Вы просто-напросто не делаете для этого ничего. Но то, чтобы мышцы сгорали от этого, это смешно. Виит обязательно нужно, естественно, чередовать с силовыми упражнениями, с гимнастикой. Турник, брусья, кольца, упражнения для ног, всевозможные прыжки. Все это точно так же нужно делать в силовом формате. И если у вас правильно подобраны пропорции между высокоинтенсивными тренировками и силовыми тренировками с весом собственного тела, то вы и выглядеть будете прекрасно, и будете обладать прекрасной функционалкой.
Что касается наращивания мускулатуры, то здесь тоже очень много каких-то странных взглядов, которые были навязаны еще фитнес-индустрией там, в 90-е, в начале 2000-х годов, когда с экранов телевизоров в боевиках постоянно сверкали огромной мускулатурой качки, и люди, конечно, смотрели и думали: о, классно, я тоже хочу быть таким, особенно это касалось школьников и подростков. Но естественно, что это отложилось в голове на долгие годы. По факту, излишняя мускулатура, она, в общем-то, телу тоже не нужна. И вам она не нужна, потому что, в первую очередь, и сердцу становится достаточно тяжело с такой грудой мяса перемещаться и совершать какую-то работу. И, в общем-то, а зачем все это вообще, в принципе, нужно? Какое функциональное применение у этих огромных мышц? И стоит, конечно, сказать о том, что чтобы нарастить такую мускулатуру, но здесь чаще всего не обходится без волшебных таблеток, без специальных препаратов. И давайте ответим тогда на вопрос: а если ты не можешь нарастить мускулатуру без волшебных таблеток, нахрена вообще все это делать? Особенно если ты не выступаешь нигде на каких-то соревнованиях по бодибилдингу. Я еще понимаю профессионалов, у них работа, они зарабатывают на этом деньги. Но зачем, когда ты просто ходишь в качалку, ты еще и какими-то волшебными таблетками себя травишь для того, чтобы казаться больше? Поэтому я постоянно топлю за функциональную калистенику, которая позволяет создать именно естественное тело с естественной мускулатурой, так как это задумано природой. Ну и, конечно же, это функциональное тело, которое можно использовать при любых обстоятельствах, на работе, в быту и в любых условиях. По сути, чтобы хорошо себя чувствовать, нравиться себе в зеркале и прекрасно функционировать, достаточно правильно питаться, регулярно тренироваться. Причем тренировки мы можем разделить на два вида. Это силовые тренировки с весом собственного тела, можно назвать это силовая гимнастика. И это, конечно же, функциональные тренировки, которые включают как раз в себя высокоинтенсивный интервальный тренинг. Можно назвать это функциональной калистеникой. Питание и тренировки, ну и в принципе активный образ жизни. Вот они, составляющие хорошего крепкого здоровья. Чтобы проще всего донести идею функциональной калистеники, я создал целый курс, в котором как раз учтены все эти составляющие. Курс подходит для любого уровня подготовки. Можно начать с нуля, можно начать уже с какого-то уровня, со среднего, с какими-то знаниями и базой. Ссылку на курс вы можете найти в описании к этому видео, и там как раз все о питании. Есть тренировки силовые, есть тренировки круговые, высокоинтенсивные. Мы проработаем все тело как следует. Присоединяйтесь.
самый большой минус тренировок с тяжелыми отягощениями, особенно если это высокоинтенсивные тренировки, это зашкаливающий пульс. Часто этот пульс превышает 190 ударов, а это никуда не годится, и это явно не несет пользы для вашего здоровья. Совершенно другое дело, когда такие тренировки происходят с весом собственного тела, и пульс уже вот так вот далеко не улетает. А самое главное, что пульс в таких тренировках контролировать намного проще и удобней. Это естественное развитие и это естественные движения для нашего тела. Следите за своим здоровьем и, самое главное, меняйте взгляды в правильном направлении. Потому что многие люди сегодня считают, что сидячий образ жизни, неправильное питание, малоподвижный образ жизни – это норма. Но это абсолютно не так. И природой человек задуман совершенно иначе. Для человека естественно двигаться, естественно преодолевать расстояние, естественно получать какие-то физические нагрузки. Таким образом, тело работает. И пока тело работает, вы чувствуете себя прекрасно и прекрасно живете. Даже если у вас сидячая работа, не забывайте о том, что в свободное время нужно активно тренироваться, активно заниматься, даже если это не физкультура и не калистеника, но какие-то подвижные активные игры, это уже хорошо. Активный образ жизни – залог успеха, залог крепкого здоровья. Остаюсь на связи, до скорых встреч, всем пока.